Привет! Чтобы хорошо понять концепцию раунд-робин, послушайте вот эти два примера. В каждом из них первая дорожка без раунд-робин, а вторая с ним. Как слышите, первые варианты звучат безжизненно, потому что там сначала играют одинаковые снейры, а затем один и тот же звук шага. Во вторых вариантах каждый снейр уникальный, и каждый звук шага тоже уникальный. Нет ни одного повторения. Погнали в детали. На всякий случай напомню про себя. Меня зовут Илья Цветков, около 26 лет пишу музыку, примерно 14 лет преподаю в разных форматах. На этом канале погружаемся в работу со звуком, мелкие всякие детали и кишочки процессов. А сегодня у меня для вас тема, которая кажется простой, но, вероятно, откроет вам новую кроличью нору в мире звука – раунд-робин. Расскажу, почему это важно, как использовать в музыке и саунд-дизайне, и как это все создавать самому. Понятие раунд-робин возникло где-то в 16-17 веке. На самом деле оно пришло из французского – «rubon roux». Может быть, неправильно произношу, но французский сложно читать. Это письмо, круговая такая петиция, которая подписывалась участниками по кругу, и непонятно, кто подписал ее первым и кто, собственно, зачинщик. Английскому уху такое выражение было чуждо, поэтому к слову «круглый» «round» прибавили «робин», как «Робин Гуд», но на самом деле это просто было созвучно вот с этим французским словом «рубон», переводится «лента», и, в общем, ближе к английскому уху. Раунд-робин решает проблему, которую называют эффектом пулемета. Это то, что вы слышали в начале, в примере со снейром. Каждая MIDI-нота запускает один и тот же звук. Монотонность, стерильность, никакой жизни. Пластиковость сюда, кстати. Недавно записывал про это видео, наверняка вы видели. В реальном же мире, когда живой барабанщик бьет по снейру, каждый удар, даже если он старается бить одинаково, всегда будет немного отличаться. Чуть другая атака, чуть другой обертон, микродвижение палочки, чуть разная сила. Наш мозг и наше ухо, о которых, кстати, я тоже записывал видео, они очень сильно распознают вот эти вот маленькие отличия и воспринимают этот звук как живой и естественный. А когда мы слышим такие идеальные повторения одного и того же звука, то сразу такой аларм. Фейк, машина, пластик. И вот вам сразу пример. Это мультитрек, запись барабанов, записанная крутым звукорежиссером Игорем Бардышевым. На барабанах несравненный Саша Машин. Вот, кстати, его страничка на сайте St. Louis College of Music. Посмотрите, вот в этой части он играет максимально ровно. Но если я поставлю все эти снейры один по другим, вы четко увидите, что все они отличаются. Даже в спектре частот. Именно это мы называем живостью звука, отсутствием пластиковости. И именно это имитирует раунд-робин. Так что же такое раунд-робин? Это такой метод воспроизведения сэмплов, при котором, когда вы многократно пускаете одну и ту же MIDI-ноту, вместо одного и того же сэмпла запускаются разные записанные версии этого звука. То есть, например, если у вас есть 4 разных сэмпла одного и того же удара по снейру, раунд-робин будет запускать их по очереди. Первый, второй, третий, четвертый, потом снова первый и так далее. Ну или в случайном порядке. Или в случайном, но без немедленных повторений, когда один и тот же звук 2 раза подряд не будет выбран. Большинство современных сэмплеров, будь то Native Instruments Contact, Battery или сэмплер в Ableton Live, имеют встроенную функцию раунд-робин. Ваша задача предоставить несколько вот похожих, но чуть отличающихся сэмплов одного и того же звука. Давайте продемонстрирую. Берем MIDI-партию, ту самую, что у меня была в начале. Ставлю сэмплер и закидываю туда 10 вариаций одного звука снейра. Выделяю их, выставляю раунд-робин. Готово. Я это сделал в сэмплере Bitwig, но вы можете это сделать в любом другом. Почитайте мануал, как это делается в вашем. Не пожалейте 5 минут. Если уж хочется звук как у Pro, придется чуть потратить время, это неизбежно. Что тут важно отметить? Звуки должны быть похожи между собой. Отличаться, конечно, но быть все-таки похожими. Я специально для демонстрации выбрал звуки, которые отличаются чуть больше, чем надо. Слушайтесь. Пара звуков здесь слегка жирная. Кстати, для инструментов это тоже прекрасно подходит. Например, для сэмплирования калимбы. У меня, кстати, тоже есть классный пример. Посмотрите. Я взял палочку от мороженого, прижал к столу и сыграл как на калимбе. И сделал это раз 30. Записал на обычные радиопетли. И дальше я эти звуки разместил в сэмплер также с раунд-робин. Послушайте, как это звучит. Тут я еще особо отмечу, что раунд-робин важен для инструментов с короткими артикуляциями.
стаккато, пиццикато, короче, короткие удары, там, где звук быстро затухает. Повторяемость одного и того же сэмпла, она в таких случаях очень сильно бросается в уши. Для длинных, тянущихся звуков, пэды какие-то или струнные, отсутствие раунд-робин не настолько критично, но все равно его использование добавит органичности. Короче, если вы хотите, чтобы ваши барабаны не звучали как MIDI-машинка из 90-х, раунд-робин ваш лучший друг. Немного затрону саунд-дизайн для игр и кино, хоть это не основные направления канала. Раунд-робин широко используется в этих сферах. Представьте, что ваш персонаж игры идет по комнате. Если каждый шаг будет абсолютно одинаковым, это быстро выдаст искусственность. Это именно то, что я продемонстрировал в самом начале этого видео. Но достаточно загрузить несколько шагов, поставить раунд-робин, и это будет совсем другое дело. И то же самое касается оружия и даже окружения. Это создает тот самый эффект погружения, который очень важен в кино и в саунд-дизайне игр. Теперь про разные нестандартные варианты использования раунд-робин. Это же не только про разнообразие сэмплов. Создам в вертикальном режиме MIDI-клип длительностью 1/8 такта. Внутри будет одна нотка, тоже восьмушка. Ну или может быть чуть короче. Продублирую, укорочу до 16. Продублирую еще и укорочу клип в 2 раза. Будет 1/16 такта, а ноту сделаю 1/32. Продублирую еще раз и у последнего клипа вообще уберу нотку. Теперь все выделяю и применяю раунд-робин. Запускаю первый клип. Смотрите, появилась какая-то ритмическая партия, полиметр такой. Можно подставить первые попавшиеся ударные и послушать вместе. Классно, почти бас-партия. Давайте ее немного разнообразим. Например, пусть она плавно поднимается наверх. Поставим модулятор, который будет плавно увеличивать питч за пару тактов. Неплохо, но не в тональность. Поставлю фильтр тональности и выставлю фа, фригийский лад. Уже интересней. Теперь перед ним поставлю рандомизатор и чуть прибавлю у Velocity. Теперь у каждой ноты будет разная громкость. И тут мы заходим в разнообразие раунд-робин, потому что рандомизация — это в какой-то степени тоже раунд-робин. Послушайте, так живенько стало с разным Velocity. И еще обратите внимание, что тут синт такой стоит, что даже когда играла одна нота, звук был довольно разный. А уж с разным Velocity стало еще круче. Раз начали играться в рандомизацию, давайте еще сделаем рандомизацию нот. Вот здесь. Хотя даже интереснее сделаю. Скину на 0, а модулятор вынесу с уровня плагина на уровень дорожки. И им же буду модулировать уровень рандомизации. То есть начинаться будет с одной и той же ноты, а потом все будет больше рандома. Такая управляемая рандомизация. Слушаем. А теперь я выделю все эти MIDI-клипы и поставлю рандомизацию у них. Теперь, если отправить эти MIDI-партии на какую-нибудь другую дорожку, можно их записать и потом вырезать удачные куски. У меня так треков 5 точно написано. Заметка от Ильи монтирующего. Вообще внутри таких MIDI-клипов могут быть целые мелодии, то есть какие-то нарезки, которые, комбинируясь, будут образовывать новые мелодии. В общем, полет фантазии может быть довольно-таки большим. Возвращаемся к основному видео. Теперь про звуки. Я покажу на примере грида, где можно самому синтезатор собрать. Но такое работает много где. Например, в Serum. Смотрите, тут есть модуль, счетчик. Но ему нужен триггер. Кнопка. Подключу ее и смотрите, что будет, если я буду нажимать на этот триггер. Каждое нажатие увеличивается значение. Очень просто. Максимум задается вот здесь. Сейчас 8. Давайте поставим что-нибудь нечетное, пусть будет 5. Теперь подключу модуль, который называется Merge – объединение.
Сюда на входы можно подать разные звуки, а выходить будет только тот, напротив которого стоит желтая точка. Вот я и установлю здесь 5 входов, и заодно вот эту кнопку нажму, чтобы точка между не ставилась, а была четенько напротив какого-нибудь из входов. А переключать эту желтую точку будет наш счетчик. Смотрите. Поскольку давить рукой на кнопку это не наш подход, пусть она давится каждый раз, когда я буду нажимать на клавишу MIDI клавиатуры. Вот смотрите, я нажимаю на клавишу MIDI клавиатуры, и появляется внизу желтый квадратик, который об этом сообщает. И происходит переключение. А теперь чудо монтажное, и я уже расскажу о результате. Я поставил 5 wavetable осцилляторов. У всех у них похожие, но все же немного разные таблицы волн. После merge стоит огибайка, ADSR, но без сустейна и релиза, только атака и дикей. И смотрите, каждый раз, когда я нажимаю на ноту, будет звучать следующий осциллятор. Я просто пока звук выключил. А дальше этот звук уходит в convolution реверберацию, чтобы чуть подкрасить звук одинаковой обработкой. Склеить. Я, кстати, записывал об этом видео, вот ссылка в углу экрана. Да, я только что сделал синтезатор с 5 осцилляторами. Если кому-то не хватает их в вашем синтезаторе, прошу в Bitwig. Но мне хочется еще больше разнообразия. Вы же знаете, что такое игральная кость? Подбрасываешь и каждый раз какие-то разные значения. Так вот, здесь она называется dice. Подкидывание – это будет нажатие на клавишу MIDI-клавиатуры. А значения мы будем подавать вот сюда. Это регулирование позиции волновой таблицы. Подключу ко всем. Смотрите, сейчас каждое нажатие будет рандомно выбираться позиция. Слушаем. И это еще не все. Продублирую игральную кость, чтобы были другие случайные значения, и буду менять длительность нотки. Ну и что-то играть я сам не хочу, возьму те MIDI-клипы, которые я уже ставил в начале видео. Во, зашибись. Мне, кстати, сейчас еще одна идея пришла в голову. Смотрите, поставлю сэмплер прямо в грид и загружу туда вокальный кусочек. Вот это, например. И после него тот же AD. Подключаем события, нажимаемые ноты. Работает. Смотрите, здесь есть параметр, откуда будет запуск сэмпла, старт его. И я тоже могу кидать игральную кость, чтобы момент старта все время был разный. Вот так. Правда, пока ничего не слышно, нужен микшер, чтобы это все объединить. Отлично, нужно подтянуть по тональности. Плюс 16. Нормально. Теперь хочется реверберации. Поставлю еще один микшер и в параллель поставлю 2 all-пасса и еще дилей. И чуть убавлю все это заранее. Запускаем наши клипы. Мне кажется, для 5 минут работы офигенный результат. Пожалуй, здесь еще можно рандомизировать громкость ревера и дилея, и будет совсем хорошо. Класс. Но все же вернусь и скажу, что раунд-робин — это не рандом, а последовательный перебор звуков. В гриде сейчас я использовал последовательный перебор и рандомизацию в том числе. Проблема рандомизации в том, что следующим может быть практически то же самое значение, или даже то же самое, если не выбрана опция «любое другое значение». В раунд-робин то же самое никогда не выберется, но там другая проблема. Всегда выбирается следующее, и это повторяется по кругу, он же раунд-робин. Поэтому, когда пишете музыку, старайтесь выбирать какое-то количество вариантов, не кратное такту. Тогда будет сложнее понять, где снова начался цикл. Но есть один хак, как и обычный раунд-робин, сделать разнообразным. Нужно помножить один раунд-робин на второй раунд-робин. Например, ваш набор звуков состоит из 7 звуков. А проходить это может через 9 разных обработок. Тогда после воспроизведения 7-го звука снова первый будет обрабатываться 8-й обработкой, второй 9-й и так далее. И это скроет обнаружение цикла. В Bitwig цепочки обработки могут тоже перебираться по этой методике. Нужно переключить FX Layer в FX Selector и выбрать рядом Round Robin вместо ручного выбора.
Теперь я нажимаю клавишу на клавиатуре, и каждое нажатие выбирает разные цепочки обработок. Кстати, там еще есть опции. Например, Random Other. Это как раз любой другой. Тот же самый не выберется. Таким образом, можно разнообразить один и тот же звук, если у вас, например, только одна запись снейра. Просто чуть менять форманту, pitch-shift, немного разную эквализацию, подчеркивая или убирая какие-то гармоники или резонансы. Чуть разная реверберация длиной в этот же сэмпл, и вуаля, обработками, которые переключаются через раунд-робин, можно сделать чуть разным один и тот же звук. Послушайте пример. Конечно, еще к этому можно прибавить разнообразие обработки в зависимости от velocity, чего в этом примере я не сделал, но представьте, как могло бы быть круто. Помните главное, что я уже много раз говорил в своих видео. Человеческое ухо любит вариативность. Не только самого звука, но и динамики. Поэтому используйте Round Robin для любого звука, который часто повторяется и где вы хотите избежать искусственности. Комбинируйте его с Round Robin эффектами, рандомизацией, наслоениями с рандомизацией, и получите звук, который не звучит дешево. Надеюсь, это видео было вам полезно и понятно. Если нет, пересмотрите его на скорости 0.75. А на сегодня у меня все. До встречи в следующих видео. Пока.